Часто ли вам случалось видеть на улице кошку в плохом состоянии, больную бездомную собаку или животное, похожее на потеряшку? Думаю, у всех такое было, но большинство с грустью проходили мимо, потому что думали, что помочь ничем не могут, взять так себе никак. История котенка-малыша наглядно показывает, как действовать в такой ситуации и сколько вокруг активных и опытных в этом деле людей, готовых помочь и сорваться спасать животное в любой момент. В начале июня мне в инстаграм-аккаунт приюта для животных написала девушка с просьбой дать совет. Она увидела во дворах котенка очень болезненного вида, с полузакрытыми глазами, который вяло двигался, но ел. Когда эта девушка попыталась поймать котенка, чтобы отвезти в ветклинику, он проявил удивительную резвость и убежал. Девушка вообще без опыта, как ловить, куда везти лечить, как собирать деньги на лечение, ничего она не знала. Сразу скажу, в приют его взять было вообще не вариант, так как приют переполнен, тем более, никто бы не поехал котенка вылавливать. Я выложил котенка в сторис аккаунта с целью найти куратора. Куратор в данном контексте – это опытный волонтер, который занимается спасением таких животных, умеет их ловить, знает, где лечить и как собирать деньги на лечение. Одна из подписчиц аккаунта приюта увидела сторис и выложила котенка в тематических группах ВКонтакте по спасению животных. И вот там мы уже нашли куратора, который был готов выдвигаться с кашкаловкой немедленно. Кстати, оказывается, при отсутствии кашкаловки котят иногда успешно ловят с очком. Все это – поиск куратора, публикация в тематических группах, операция «Поймать котенка» произошло за один день. Итак, котенка поймали и повезли к проверенному ветеринару. Но тут мы поняли, что радоваться нам рано. Со слов врача, шансы спасти малыша были не такими большими. Вот что она писала по поводу его состояния в самые первые дни: сильная анемия, очень нехорошие хрипы в грудной полости, бронхит, пневмония. Идет вопрос, чтобы выжил. Сам не ест, принудительно немного глотает. Очень сильная вялость. Живот напряженный. Куратор создала группу ВКонтакте, в которой мы все очень надеялись на выздоровление малыша и собирали деньги на его лечение. Один только стационар, без лекарств, 700 рублей в день. Сейчас прошел уже почти месяц, и у котенка есть положительная динамика. По словам ветеринара, с очень большой вероятностью он выживет, а выпишут его примерно через месяц. И тогда встает другой вопрос – поиска хозяев. Изначально малыша хотела забрать девушка, нашедшая его. Но есть одно но: котенок дикий. Людей он к себе не подпускает, и, поверьте, маленький боец защищается как может. Решил не прикладывать сюда фото из царапанной руки ветеринара, но, поверьте, выглядит жутковато. Девушка, хотевшая его забрать, сейчас боится, что не справится с таким котенком. Времени на адаптацию, по ее словам, у нее нет. Что ж, возможно, здесь найдутся люди с опытом, готовые проявить терпение и приручить маленького дичка. Это не так сложно, и любовь творит чудеса, но, несомненно, потребует времени. Одно нам точно ясно: забрав домой такое чудо, вы станете обладателями самого красивого котенка в мире. Позже мы обязательно проведем красавцу фотосессию, а пока к нему не пускают, и приходится довольствоваться фотографиями бедолаги из стационара. Если вы увидите на улице животное, которому нужна помощь, но забрать его вы не можете и нет никакого опыта в пристройстве, пожалуйста, потратьте полчаса времени, выложите пост о нем в как можно большее количество групп по спасению животных. Только ни в коем случае не указывайте точный адрес, могут найти живодеры. Вполне возможно, вы быстро найдете куратора или даже группу людей, готовую помочь, и вместе спасете бедолагу так же, как спасли от гибели котенка-малыша.